Привет, ты Hello, меня can слышишь? you hear me? Да, я слышу. Сейчас я переключусь на наушники. Одну секунду. Yeah, no Да, нет worries. проблем. Ух ты, какой у тебя чистый звук. Да, у меня Yeah, мои I'm новые on my наушники. proper Надеюсь, mic, они so хорошо работают. hopefully that'll work well. Кстати, а ты когда-нибудь пробовал играть музыку онлайн? Например, через Zoom? I've Никогда never такого не tried. пробовал. I don't know how. Даже не знаю, как это работает. Мы пробовали, но у нас ничего не получилось. Было очень слабое качество, терялись ноты, звуки. It'd Да, be pretty наверное, это hard достаточно 'cause, трудно, yeah, и there's so much многое that может can go пойти не wrong. так. Do you mind if I kind of do Ты не that? против, 'Cause если я my буду в mic's этих coming from my наушниках? headphones. It's Просто мой a bit микрофон strange. подключен к ним. Yeah, the А то the эти обрывы timing of связи, да и everything интернет and не всегда the стабилен. internet and Поэтому there's so так much that много can go вещей, wrong. которые могут Yeah. испортить трансляцию. Конечно, я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем делать онлайн-концерты через интернет и вживую. Все-таки это же совсем другая атмосфера, совсем другая энергия. I Да, think that'd be awesome да, я думаю, because что это будет потрясающе. obviously people have Потому different что recording очевидно, что setups and у they do людей different things with the разные way they're технические mixed it. So возможности. some artists will have like Некоторые a имеют studio kind of студии, quality для которых live некачественные performance and others not онлайн-трансляции so much, совсем не подходят. and that's И это normal. But нормально. when Но it's когда completely трансляция live, по-настоящему it's a little bit живая, more. I don't know. то It's kind of это cool for немного everyone, I другое. suppose, and Даже не знаю, с чем yeah, это I don't know. I сравнить. think that'd be Я a думаю, cool что idea. это здорово. Мне кажется, что это совсем другие эмоции и другие ощущения для зрителей, когда артист выступает вживую. Да, определенно. Yeah, I Я I согласен. agree. When you're in the Когда ты moment, смотришь like that, when настоящий it's прямой эфир, completely live, ты не anything знаешь, что can может happen, произойти дальше. which is И это pretty awesome. потрясающе. А вообще у меня есть несколько вопросов именно о тебе. Все-таки Диарс интересуется, кто ты в обычной жизни, чем ты вообще занимаешься. Yeah, so Да, да. I live in Я Australia, живу в and I live in a Австралии, place в called местечке под Nelson названием Bay, Нелсон Бэй. which is a little bit Это north место of находится Sydney. на севере, So I grew up недалеко in от Sydney, Сиднея. which is like the Я вырос в biggest Сиднее. city Это in самый большой город в Australia, Австралии. and then I moved И up около here 5 about лет назад я 5 переехал years ago. сюда. So I live right on Сейчас the я живу water, прямо у воды. really Тут очень beautiful, красиво. kind Вода of тут crystal кристально water. чистая. When I lived in Когда я жил в Sydney, I Сиднее, lived я in a жил tiny в крошечной little квартирке, apartment, жить which в was actually которой на quite самом деле было quite довольно difficult. трудно. So I live Так in a что really сейчас я nice живу place. в очень хорошем I've месте. been playing music for a long time. Я At занимался the музыкой в moment, течение I долгого actually времени. do А singing сейчас я lessons. I преподаю don't уроки teach people пения. to Я учу sing. I людей used петь. to do guitar Раньше я lessons. давал уроки игры на I гитаре. work in the local high school, and I Работаю я в also местной work средней школе. doing things А for также my я church. делаю So некоторые I вещи do для моей programs for церкви. my church, and Я I готовлю also молодежные do the программы для music моей side церкви of things и for my church занимаюсь as well. музыкальной So частью I церкви. kind of do a lot of things, but Вроде как я делаю I достаточно also много, record my own но music and еще write и my own записываю свою songs, собственную музыку и and пишу свои that's собственные something I песни. really love to do with И это music. то, чем So я действительно люблю that's a заниматься. very quick snapshot Это into краткий some of the список тех things I вещей, do. которыми Yeah. я занимаюсь. А какая твоя любимая музыка? Какой стиль в музыке ты предпочитаешь? Это отличный вопрос. Мне нравится много различных стилей музыки. На самом деле я вырос, играя прогрессивный металл и прогрессивный рок. Так что мне очень нравились группы Metallica и Dream Theater, если вы о таких слышали. И на самом деле я начинал как гитарист, как ведущий гитарист. Так что я действительно хорошо и очень быстро играл соло и тому подобное. Я всегда любил петь. Но вы знаете, трудно хорошо петь, когда ваш юный голос находится на стадии ломки. Потому что, знаете, я был хорош как певец, как ребенок. Ну а потом петь стало уже труднее. Так что я просто сосредоточился на музыке. Это удивительно, но я заметил, что очень много рок-музыкантов, рок-вокалистов, они все очень любят музыку Димаша. Что можешь сказать о этой тенденции? Да, но я думаю, что Димаш делает много вещей достаточно хорошо. И одна из таких вещей, что очевидно, это его очень широкий диапазон. У него также отличная тональность и экспрессия. А ведь и многие виды прогрессивного рока и прогрессивного металла основаны на широком диапазоне голоса и экспрессии. В этом смысле они связывают это с Димашем. Но у Димаша вокальные возможности намного шире, чем у обычного певца в стиле металл. Они понимают, что он показывает им высокий уровень такого исполнения. При этом он способен на гораздо большее.
Мне также нравятся и другие стили музыки. Так что я лишь начинал заниматься музыкой в стиле рок или металл. Но теперь мне нравится и стиль поп. Мне нравится Майкл Джексон и все такое. И я знаю, что Димаш тоже большой поклонник Майкла Джексона. Так что теперь у меня, наверное, вкус к музыке очень похож на то, что нравится Димашу, когда это похоже на западную музыку. Хотя очевидно, что его музыка рождена под влиянием казахских мотивов и музыки других регионов, с которыми я не так хорошо знаком. Кстати, а ты помнишь свое первое знакомство с Димашем? Какие были первые впечатления? Итак, первый раз я увидел Димаша с песней «SOS», ту версию песни, которая была на шоу «Сингер». Вообще, я тогда хотел воспользоваться YouTube, чтобы, например, загрузить несколько своих собственных видео. Потому что я тренер по вокалу, и я люблю слушать талантливых людей и говорить о талантливых людях, и о том, благодаря чему они стали такими. Я видел много такого. Но ты знаешь, YouTube работает по принципу рекомендаций других видео. И у меня в рекомендациях стали постоянно появляться ролики с Димашем. У меня в рекомендациях также и появлялись и BTS, и другие артисты. Но я не очень люблю кей-поп, поэтому я не хотел смотреть BTS. И я тогда не знал, кто такой Димаш. Я просто подумал, что он может быть похожим на кей-поп. Но потом кажется, я с кем-то общался в интернете, и мне сказали: «О, вы должны посмотреть Димаша, послушать его». Я им ответил: «Ну разве он не просто один из тех певцов, о которых мы говорили?» Тогда мне сказали: «Нет, он удивительный». Я ответил: «Хорошо». Поэтому первый раз, когда я услышал Димаша, это была моя первая видеореакция на вокалистов на моем канале. И оказалось так, что он невероятно потрясающий. Он лучший певец, которого я когда-либо слышал. И все вышло действительно удачно, потому что я действительно люблю музыку Димаша. И забавно то, что из всех типов певцов, которых я анализирую с точки зрения широкого диапазона или высоких нот и все такое, я уже делал подобное до того, как узнал Димаша. Но Димаш намного лучше всех их. Он лучше меня и кого-либо еще, кого когда-либо слышал. Так что мы пытаемся просто понять этот звук. Но Димаш в этом плане просто в стратосфере. Он удивительный. Поэтому то, что я узнал о Димаше, дало мне того, на кого я мог бы равняться. Он как вершина в той музыке, которая мне нравится. Вот смысл примерно такой. Получается, можно так сказать, что Димаш изменил твое отношение к музыке и, в принципе, изменил твою музыкальную жизнь. Да, определенно. Прежде чем я услышал Димаша, я думал, что уровень того, чего было возможно достичь в музыке, в плане вокала, экспрессии и всего такого, я думал, что знаю предел того, что было вообще возможно. А потом Димаш показал мне, что можно подняться намного выше. Так что на самом деле он заставил меня напрячься для того, чтобы стать лучше. Потому что ранее я мог бы петь на уровне определенных нот, некоторые из которых очень высокие, но я не пытался выйти за пределы этого уровня с точки зрения диапазона. Но и не только с точки зрения диапазона, а также с точки зрения экспрессии, души и обилия других вещей, которые способен делать Димаш. Поэтому, когда я услышал Димаша и то, как он пел не только намного выше меня, но еще и в разных тонах, теплые, низкие ноты, а затем высокие ноты. При этом у него есть удивительная способность заставить все это вместе звучать великолепно. Все это заставило меня подумать: «Вау, а ты сможешь это сделать?» Потому что на самом деле мне нравится стремиться преодолевать новые вершины. При записи песен или когда я разбираюсь с задачами, или когда ты не знаешь, как что-то сделать. И тут снова Димаш. Он как идеальный пример того, что мне нравится как певцу. В общем, да, он определенно изменил меня в плане того, как я пишу музыку, как я ее исполняю. И он определенно заставил меня попытаться стать лучше.
Да, А можно ли это как-то сравнить, например, с обучением? То есть, когда певец встречает Димаша, он становится его учеником. да, точно, да, это совершенно верно. Когда ты преуспел в чем-то, то это заставляет всех хотеть стать твоим учеником. Хочется как-то приблизиться к этому и научиться. И, очевидно, я очень отличаюсь от Димаша как певец. Мой голос не похож на его голос с точки зрения тона. И очевидно, что его голос намного лучше моего. Но это не просто копирование. Это больше похоже на то, когда вы начинаете осознавать то, на что вы вообще способны, и то, что вы хотите учиться у лучших из лучших. Так что да, я определенно думал, что могу достичь каких-то высот в том, на что способен мужской голос. Я не хочу сказать, что я идеальный певец, но я был вполне неплох с точки зрения диапазона и некоторых других вещей. Но потом Димаш показал мне, что есть гораздо больше возможностей в каждой категории звука. Так что да, определенно. Получается так, у каждого исполнителя, у каждого певца есть свое образование, свой опыт какой-то. И каждый раз, когда такой человек встречает Димаша, он понимает, что Димаш создает новое звучание, и что, возможно, мы все скоро увидим что-то чрезвычайно новое. Да, да, я думаю, что это совершенно верно. Я не думаю, что люди поняли, что теперь нужно переписывать учебники со всей учебной информацией о голосе, артистизме, как стать музыкантом, исполнителем. Димаш стал намного выше всего этого. И теперь мы все должны переосмыслить то, как мы делаем все эти вещи. И это великое событие. Когда раз в 100 лет появляется великий ученый и показывает вам новые вещи о мире, вы корректируете все знания, вы переписываете учебники. И я действительно думаю, что появление Димаша очень похоже на такую ситуацию. На самом деле, я бы хотел еще задать пару вопросов про Австралию, потому что все, что мы знаем, это кенгуру и бумеранг. Может, ты можешь рассказать что-нибудь, то, что все должны знать об Австралии? Да, Австралия – это действительно очень забавное место, потому что это очень большая страна, но большая ее часть состоит из пустыни или непригодных для жизни мест. У нас есть все, от пустыни до снега, который в горах. В некоторых частях Австралии может быть холодно, а в некоторых может быть очень жарко. И поэтому территория страны очень разнообразная. В городах вы никогда не увидите кенгуру. Но если вы живете за городом, то они могут запрыгнуть на крыльцо, пока вы спите. И у нас обитает много ядовитых животных. Но Австралия настолько велика, что, к счастью, они не все живут в одном месте. Так что, если вы слышали о том, что в Австралии есть очень опасные животные, то я поясню, что в одном месте может быть одно опасное животное, а в другом месте другое опасное животное. И они не живут все в одном и том же месте. Так что приезжайте в Австралию. Потому что если вы слышали, что это опасно, то на самом деле все не так уж и плохо. У нас все хорошо. Ну так это же то же самое, что вы можете слышать про Россию. Это то, что здесь медведи ходят по улицам, и то, что они пьяные, потому что они пьют водку каждый день. А я еще слышал даже то, что Австралия это такое место, где заканчивается мир. То есть там край мира. Ты что-нибудь слышал о этой теории? Да, я слышал эту теорию в той версии, где Земля плоская и Австралии вообще не существует. Да, были разные теории. Я подумал, что это очень смешно, потому что если это правда, то тогда кто же я? Я что, не существую? Да, Австралия действительно забавное место, потому что мы почти на краю мира. Если взять юг Австралии, то там очень холодно, а если взять север материка, то там невероятно жарко. Так что да, мы живем в очень интересной стране. Я думаю, после такой истории мы обязательно должны задуматься о том, чтобы когда-нибудь посетить Австралию.
Да, И, конечно, если ты вдруг захочешь посетить Россию, то обязательно приезжай, ты будешь нашим гостем. да, я бы с удовольствием переехал бы в Россию. Есть так много мест, которые я хочу повидать. И Россия определенно одно из тех мест, где я бы хотел побывать. И я, конечно, считаю, что обязательно когда-нибудь тебе нужно посетить Казахстан, потому что я был там один раз, и там живут чудесные люди, а какая там вкусная еда. Я никогда не пробовал такой вкусной еды, как я пробовал в Казахстане. Действительно? Во, я бы хотел посетить Казахстан. Моя мечта была бы спеть с Димашем однажды. Это было бы потрясающе. Я бы поехал в Казахстан. Я бы поехал даже в Антарктиду, если бы мне довелось встретиться с Димашем. Но в любом случае я обязательно приеду. Может быть, я смогу его увидеть на концерте, потому что я не знаю наверняка, будет ли он когда-нибудь делать концерт в Австралии. Я надеюсь, что однажды это произойдет. Но, возможно, мне придется поехать куда-нибудь, чтобы увидеть это. Так, ну вроде все вопросы подошли к концу, вот. Но если будут еще вопросы о Дирс, то мы обязательно их все запишем и сделаем еще одну серию интервью. Да, это было бы здорово. Большое спасибо за то, что вы меня пригласили. Это было очень весело. Спасибо, и еще увидимся. Да, точно. Увидимся позже. До свидания.